Всем привет! Одни люди любят играть на гитаре, другие – путешествовать. Но есть третий вид – любители играть на гитаре в путешествиях. Это видео как раз для вас и про вас, ребята. Поехали! А перед началом ролика не забудь поставить лайк и подписаться на канал, а то будет так интересно, что ты можешь забыть. Первое и самое важное правило – это купить чехол для гитары. Можно взять даже самый простой. Он будет стоить не так дорого, но зато спасет твою гитару от многих мелких неприятных факторов. Я свой брала в Skiff Music, и если ты хочешь так же, то от меня тебе скидка 5%, промокод в описании. Важно помнить, что если ты нес гитару в чехле летом или зимой, то есть при повышенной или пониженной температуре, обязательно нужно ее оставить по прибытии на место в чехле. Минут на 15-20. Зачем? А чтобы она привыкла к тому, что вокруг нее находится. Это же дерево, оно нежное. За это время температура внутри плавно нормализуется, и ты сможешь играть на гитаре без опасений. Отмечу, что этой рекомендацией можно пренебречь в одном единственном случае, если на улице были сильные осадки, дождь или снег. Тогда лучше гитару сразу из чехла вынуть, потому что чехол мокрый, и это может повлиять на дерево. А мы переходим к основным пунктам. Как вести гитару в общественном транспорте. Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда! Начнем с самого простого и понятного. Гитара в чехле, чехол в руках или на спине. Единственное, что с вами может произойти, это вас попросят раскрыть чехол, чтобы показать, что там именно гитара. В этом нет ничего страшного, это нормально. Гитара не относится к крупногабаритным грузам, а значит, на нее отдельный билет покупать не надо. У нас, к счастью, оговоренный случай в пункте 2.5.2. Следующий пункт – это автомобиль. Автомобиль! Ты едешь на своем личном автомобиле или в такси. В любом случае, есть некоторые правила. Основная рекомендация в том, чтобы класть гитару не в багажник, а в салон. Можно на заднее сиденье автомобиля и придерживать его рукой от вибрации и возможного падения. Чем меньше нагрузка на гитарный кейс, тем меньше риск поломки. А также небольшая мера предосторожности в личном автомобиле – это если ты куда-то уходишь, то лучше гитару чем-нибудь накрыть. Во-первых, от перепадов температур, а во-вторых, чтобы не сперли. Мотоцикл. Здесь есть вот такие варианты. В случае, если во время поездки есть вероятность изменения температуры или давления, то лучше струны ослабить на гитаре. Почему? Потому что так создастся меньшее давление на гриф. Соответственно, вряд ли она у тебя сломается. Это больше относится к поездкам на машине и на самолете. Ну и следующий пункт, конечно же, самолет. Здесь многие авиакомпании устанавливают свои правила на провоз музыкальных инструментов, потому что это не габарит и в то же время хрупкая вещь. Давайте лично у них уточним, какие у них есть правила. Вас приветствует Аэрофлот, российские авиалинии, участник международного альянса SkyTeam. Вы обратились в службу информации и бронирования. Для получения консультации нажмите 7. Аэрофлот, оператор 4051. Я бы хотела полететь аэрофлотом, но полететь с гитарой. Можно ли ее взять вручную кладь или нужно прям обязательно в багаж давать? Вы можете взять гитару вручную кладь, если создадите запрос за 36 часов и более до вылета. В общем, купили билет, звоните нам, пожалуйста, в контактный центр и сообщите, что будете лететь с гитарой. Мы в вашем бронировании это помечаем. Обязательно оператору назовите габариты и вес гитары. Квота есть, то она подтверждается сразу, и вы уже летите в салоне с гитарой вместо ручной клади. Вместо, то есть не вместе. Вместо ручной клади имеется в виду с вами ваша гитара и плюс рюкзак или сумка весом не более 5 килограмм. Спасибо большое. Здравствуйте, я помощник из Seven Airlines. Какой у вас вопрос? Хочу перевести гитару как ручную кладь. При путешествии по России вы можете взять с собой до 10 килограмм фруктов. Положить гитару в ручную кладь. Вы можете провести музыкальный инструмент в багажном отделении. А если его габариты не превышают 55 на 40 на 23 сантиметра, то в качестве ручной клади. Для перевозки объемного и хрупкого музыкального инструмента, такого как гитара, рекомендуем купить дополнительное место в салоне самолета. Оформить услугу вы можете в офисе продаж S7 Airlines
или через контактный центр. Если я вам помог, скажите «да». К основным общим вариантам относятся 3. Один из них – это купить гитаре отдельное место в самолете. Это самый дорогой, но самый надежный вариант. Как минимум, потому что она летит с тобой рядом и смотрит в иллюминатор так же, как и ты. Самый простой и дешевый вариант – это сдать ее в багаж. Конечно же, предварительно желательно купить аэрокейс, чтобы она точно не сломалась. Аэрокейс – это жесткий кейс, в котором гитара тусит. Габариты и вес кейса, конечно же, обойдутся тебе в копеечку. Не забудь прикрепить к кейсу бирку с контактными данными, а также ослабь натяжение струн, налепи наклеечку «Хрупкий груз», а также объяви стоимость багажа. Так будет проще, если вдруг у авиакомпании случатся проблемы и она поломает как-то твою гитару. Следующий пункт – это поезд. Поезд, электрички, поезда дальнего следования. Основной и простой вариант – это взять гитару вручную кладь, положить ее на верхнюю полку или рядом с собой и веселить своих попутчиков. Последний пункт для искренних ценителей – это теплоход, катер, корабль и все, что ходит по морям. Здесь тоже есть несколько пунктов. Первый – это то, что многие посетители берут ценные хрупкие вещи с собой, но так как гитара тяжеловата, ее можно сдать и в багаж. Тогда в течение часа после того, как ты заселился в каюту, тебе передадут твой багаж. Не забудь просто повесить бирку на гитару. Я надеюсь, что это видео было для тебя полезным. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также пиши в комментариях, а где с гитарой побывал ты. Также не забывай подписываться на меня и в других социальных сетях, Telegram и ВКонтакте. Ссылки в описании.